Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшнее видео, если бы набрало хотя бы миллиард просмотров, то мог бы появиться некий экономический коллапс, потому что акции многих бы компаний упали. Это в первую очередь фармацевтические, это компании, производящие средства гигиены, это компании медицинские, и это, конечно, вся структура государственная, которая пропускает через себя деньги на медицинское обслуживание. Ну, давайте я вам задам некоторые вопросы, чтобы было понятно, о чем речь. Смотрите, может быть, у кого-то из вас был герпес. Может быть, у кого-то из вас были язвы во рту, на языке, на губах. Может быть, у кого-то были заеды, трещины в углах рта. Может быть, у кого-то из вас было шелушение такое вокруг носа, вот здесь, вот на бровях, за ушами. Может быть, у кого-то была перхоть. Может быть, у кого-то болела голова. Может быть, у кого-то болел живот. Или была тошнота, были поносы. Может быть, кто-то был излишне возбужден, и в то же время у него была бессонница. А может быть, кто-то из вас не вполне успевает добежать до туалета, когда хочет помочиться, а ночью вынужден вставать несколько раз за ночь и не может дотерпеть до утра. Вот, может быть, у кого-то из вас было такое. Может быть, даже у кого-то из вас был геморрой. А может, кто-то из вас принимал противозачаточные таблетки или сейчас их принимает. А может быть, кто-то из вас употреблял антибиотики, но вообще когда-нибудь в жизни. Может быть, кто-то из вас сделал компьютерную томографию или рентген. Может быть, у кого-то есть какие-то проблемы с кожей или проблемы с желчным пузырем. Видите, сколько вопросов, и может быть, что какие-то из них получили положительный ответ. Понимаете? И все это речь об одном витамине. Этот витамин называется В6, он же перидоксин. Он абсолютно необходим для работы очень многих вещей в нашем организме. Во-первых, он необходим для того, чтобы производились ферменты. Это те вещества, которые разламывают молекулы из пищи, которую мы едим. Они их разламывают на составные части, и потом организм может эту пищу усвоить и использовать ее. Этот витамин В6, он необходим для того, чтобы желчные кислоты образовывались и отделялись из желчного пузыря. За счет этого риск образования желчных камней уменьшается, а печень сама по себе восстанавливается, если она пострадала. Ну, а если она не пострадала, то, соответственно, исключается риск того, что с ней что-то будет не так. Ну, например, там есть такое явление, как жировая инфильтрация, когда там часть печени замещается жиром. Далее, например, если у вас было облучение или отравление какое-то, или какая-то токсикация, расход витамина В6 сразу повышается. Если вы принимали антибиотики, то расход витамина тоже повышается, потому что страдает кишечная флора. А кишечная флора очень важный компонент для синтеза витамина В6. Бактерии синтезируют витамин В6. Далее, что касается, вот, допустим, того, что было обнаружено. У тюремных заключенных еще давным-давно поставили опыт, что, с их согласия, видимо, может быть, отчасти для этого нам нужны заключенные, солдаты, чтобы они добровольно участвовали в разных экспериментах. Ну, в общем, у них пошли вот эти головные боли, головокружение, дурной запах изо рта. Кстати, вот дурной запах изо рта – это признак недостатка витамина В6. У кого-то обострился геморрой, у кого-то появились поносы, язвы. В общем, вот примерно то, о чем я рассказывал в самом начале. Но после того, как этим людям стали давать витамин В6,
в количестве по 600 мг в день. У них это все стало проходить, но все равно продолжалось в том или ином виде в течение где-то месяца-полутора. Вздутие живота, газообразование, токсикоз беременных, да, вот он как бы назначается именно потому, вернее, начинается именно потому, что витамина В6 начинает не хватать. При беременности его количество, потребление его количества увеличивается. При, допустим, приеме противозачаточных таблеток они имитируют беременность, и поэтому тоже организму требуется больше витамина В6. Далее. Вот с токсикозом очень похожа морская воздушная болезнь. Она тоже происходит от недостатка витамина В6. Кого-то если укачивает в транспорте, вы едете, и что-то, короче, как бы, ну, все, тошнит, голова кружится. Это недостаток витамина В6. Если вы его просто восполните, то все будет становиться нормально. Даже эпилептические припадки, которые случаются у детей, ну, их устраняли с помощью добавления в рацион витамина В6. При недостатке витамина В6 происходит недостаточное, значит, расщепление некоторых продуктов в организме, и в моче начинается избыток так называемой ксантуриновой кислоты. К чему это приводит? Стенки кишечника, стенки мочевого пузыря раздражаются, и это приводит к тому, что часто идут позывы на мочеиспускание. Это, я знаю, многие случаи, когда женщины испытывают большие проблемы с тем, чтобы, значит, добежать до туалета. Вот. И в течение дня им приходится очень часто бегать. Причиной тому как раз-таки раздражение этой кислотой мочевого пузыря. И поэтому у детей случается НРС, ночное недержание. И поэтому вы ночью встаете по несколько раз в туалет. И если это будет продолжаться, витамин В6, его недостаток будет нарастать и нарастать, это может привести к раку мочевого пузыря. Причем как раз-таки наличие ксантуриновой кислоты в моче — это прям самый явный признак недостатка витамина В6. Анализ делается недолго и несложно, но давно ли вам, как бы, в общем-то, делали этот анализ? И вообще делали хоть когда-нибудь? Какой-нибудь терапевт вам назначил этот расширенный анализ мочи, где будет видно, сколько органических кислот у вас выделяется? Ну, я как бы даже с трудом представляю себе врача-терапевта, который сидит и смотрит на эти 60 цифр и пытается, значит, сообразить, а что же теперь он должен понять из этого всего. Но именно ксантуриновая кислота показывает, это такой маркер недостатка витамина В6. Его может, как и любого витамина, потребоваться в каких-то процессах больше. Ну, как я сказал, например, после того, как вы отравились чем-нибудь. Далее, значит, ну, теперь давайте мы вам откроем и это все покажем и зафиксируем. Та-дам! Витамин В6. Я специально его выписал, чтобы не тратить на это время. Юношеские угри. Вы всегда знаете, что это недостаток витамина В6. Герпес рядом. Он всегда в основном вылазит в районе рта и в районе гениталий. Поносы, боли в животе, тошнота, частое мочеиспускание, головокружение, перхоть, бессонница, раздражительность, вялость и слабость, метеоризм, судороги, головные боли, дурной запах изо рта, отеки. В плане болезней, камни в почках. Вот из-за того, что идет неправильный метаболизм кислот, могут накапливаться оксалатные камни. Это самые вредные, они как кораллы такие, они как бы никак не выходят, а если и выходят, то раздирают там все в кровь. Кальциефосфатные камни тоже могут образовываться при недостатке витамина В6 и магния. Атеросклероз, высокий холестерин, геморрой, повышенные лейкоциты, противозачаточные таблетки, эпилептические припадки, рак мочевого пузыря, рентген, МРТ, КТ, НУРЭС,
незаживающие раны. Вот, а ранки, вот эти язвочки, которые могут быть на руках, они тоже свидетельствуют о том, что витамина В6 не хватает. Лекарства. Если вы принимаете лекарства, какие-то токсины, какие-то сторонние вещества будут образовываться. Например, есть, по поводу норм, хочется сказать. Нормы установлены достаточно смешные, потому что норма считается витамина В6 2 миллиграмма в сутки. Причем, на самом деле, показывали опыты просто, что у грудничков, когда были судороги, у грудничков, то есть он только родился, новорожденных, значит, им давали 10 миллиграмм витамина В6 и судороги проходили. 10 миллиграмм для грудничка — это ж много, но витамин В6 не токсичен. Опыты на животных показали, что, допустим, собаки, крысы, кролики хорошо переносят передоксин в размере 1 грамма на килограмм веса тела. То есть он вообще не токсичен. Но норма установлена 2 миллиграмма. При всем том, что реальная потребность в нем в обычной жизни может быть миллиграмм 50 в день или 100 миллиграмм в день. Это совершенно нормальные будут дозы. Значит, почему этот витамин, значит, часто вот у него как бы вот повышенная потребность возникает? Потому что при нормальной кишечной флоре она достаточно много производит витамина В6. Но когда кишечная флора пострадала, то сразу у вас появляются симптомы недостатка витамина В6. Это происходит, когда вы, например, принимаете антибиотики, какие-то лекарства. Потом, например, такая вещь, как болезнь путешественника. Да? Вот болезнь путешественника. Человек прилетел в Таиланд, туда-сюда и сидит на горшке. Понос, тошнота, головные боли, головокружение. Смотрим, это все есть в недостатках, в симптомах недостатка витамина В6. Почему это случилось? Потому что люди приехали в другое место, там вода содержит другой состав солей. И фрукты, выращенные на этой воде, и овощи, они просто другие по содержанию солей. По щелочному, кислотно-щелочному составу воды тоже. Поэтому кишечная флора тут же страдает, появляется другая кишечная флора, которая хочет заселиться, и витамин В6 вырабатывается плохо. То же самое происходит, например, при перемещении людей в другую местность насильно. Например, когда я учился в военном училище, у нас ребята, которые приехали с других мест, у них была проблема, что у них переставали заживать ранки, да? То есть вот какие-то язвочки. Причем я здесь же живу, этой же едой питаюсь, которую вот я из Ростова-на-Дону, и в Ростове-на-Дону же и служил. У меня все нормально. У них они приезжают из других мест, вроде бы на юг приехали, он из Мурманска приехал на юг, поступил учиться, но у него эти язвочки не проходят. Климат вроде бы стал лучше, но человек страдает. Значит, если говорить про армию, да, то в армии установлены, конечно, в соответствии со стандартами рациона питания, в том числе витамины. Что происходит? Значит, у солдат делали исследования. При том рационе, который для них установлен, у них у всех был избыток ксантуриновой кислоты в моче. Соответственно, у всех был недостаток витамина В6. Вот. Поэтому этот витамин сам по себе избавляет от многих-многих проблем, которые могут быть. Где он содержится? Он содержится в первую очередь в большом количестве в рисовых отрубях и в дрожжах. Кроме этого, есть еще ряд веществ, например, тот же самый цельный рис, печень, жирная рыба. Это такие вот, вещества, которых его много. Но вообще говоря, сейчас его научились вырабатывать, делаются в виде добавок, в виде таблеток. Такой же точно витамин В6 произведен примерно такими же бактериями. Вы можете его использовать и принимать.
Он немножко разрушаться может при кипячении, при термической обработке, но в целом все равно сохраняется. Значит, как я сказал, норма где-то 50-100 мг, но это тоже достаточно индивидуально. Вот я тут спрашивал недавно в социальной сети у женщины, а вот смотрите, привел им цитату из справочника фельдшера 1963 года про передоксин, про витамин В6, что он является причиной токсикоза у беременных. Я говорю, вам врачи назначали вообще В6? Или анализы какие-то? И основная масса говорит, что нет. То есть какие-то давали свои там рекомендации. Я хочу сказать, что это так давно известна эта информация, просто какую-то тьму тьмущую лет. А такое впечатление, что у нас, ну, когда вы приходите что-то лечить, как будто все еще застряло в каком-то каменном веке. Потому что вам при геморрое не назначают В6. Допустим, герпес. Да сколько людей мучается герпесом? Нет, никто ничего не назначает. Хотя эти симптомы, они достаточно четкие и практически практически такие они и есть. То есть как бы всегда соответствует недостатку витамина В6. Витамин В6 работает вместе с магнием, то есть ему нужен магний. Где-то 1 к 10, 1 к 5, то есть где-то вот 1, допустим, к 5. То есть одна часть витамина В6, 5 частей магния. Причем и желательно еще добавить витамин В2 в количестве 1 часть. То есть где-то столько же витамина В2, сколько и В6. Но это даже если этого не будет, ничего страшного. Но магний нужно будет добавить, иначе они как бы так вместе работают. Если вы берете магний без В6, пьете магния, появляется небольшой дефицит витамина В6, у вас начинается понос. Пьете один только В6, и у вас может начаться недостаток недостаток магния со всеми вытекающими как бы отсюда вещами. Ну, например, у вас будет некоторая такая избыточная возбудимость, и некоторые процессы будут не так протекать, будут симптомы недостатка магния. В1 тоже желательно, но если вы принимаете витамин В6, принимаете, вдруг вам начали сниться сны, чувствуете, что недостаток витамина В1, то вам нужно просто будет его восполнить, потому что они тоже работают вместе. Вот. В6, магний, В2 и в какой-то степени В1. Ну вот, пожалуй, и все. Это очень короткое видео про очень хороший и важный витамин. Я рад, что поделился этим с вами, рад, что вы меня выслушали. Желаю вам хорошего здоровья, не болейте, выздоравливайте быстро, если заболели, и налаживайте свою жизнь. С вами был Альнучин Олег. До свидания.